Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Horror Maker. Вы понимаете, друзья, мое пластилиновое королевство снова трясет и колбасит. Мои монстры стали регулярно выходить на митинги, причем главным образом несанкционированные, то есть неразрешенные. Я им, правда, особо и не запрещаю, поскольку в моем пластилиновом королевстве полная свобода слова. При условии, конечно, что я хоррор-мейкер главный. И законы здесь устанавливаю я. Так что же они хотят, мои фигурки? Что за требования выдвигают? А давайте посмотрим. Глядите сами. Подпишись, лайкосики ставь, подпишись, лайкосы ставь, лайки ставь, говорю, подпишись, давай подписывай, жми на кнопку жми, кому я говорю. Подпишись, лайкосики ставь, подпишись, лайкосики ставь, подписывай, жми на кнопку жми, по лайкосики ставь, поставь. На кнопку жми, кому я говорю. Ну вот, сами все видите. А я тем временем продолжаю изучать тему пожирателей. Мои подписчики безусловно знают о тех людоедах, которых я уже слепил. Среди них поезд-людоед, ванна-пожиратель, лифт-пожиратель, унитаз-людоед. Томограф-людоед. Телефонная будка-пожиратель. Дед Мороз-пожиратель. И такси-людоед. И тут, представьте, нарисовалась такая история. Я сейчас проживаю в старом доме, еще дореволюционном. В этом доме очень высокие потолки, 4 метра. Очень толстые стены, полметра. А еще в нем очень старые батареи. Ну, радиаторы отопления. Не так давно мои соседи, проживающие этажом выше, сдали свою квартиру каким-то арендаторам. Насколько я знаю, эти арендаторы 4 человека, бригада по ремонту квартир. Честно говоря, я с ними не очень-то лажу. По той причине, что они частенько шумят по ночам и не дают мне спать. И не только мне, но и моим любимым монстрам. Достали уже. А несколько дней назад так вообще такое устроили. Я не смог спать из-за шума, поэтому лепил очередного персонажа из пластилина. Вдруг раздались безумные крики. И еще какие-то стуки, как будто кто-то стучит чем-то твердым по радиаторам. Потом все затихло. Уф, слава богу, подумал я, и лег спать. А на следующий день произошло вот что. Когда утром я проснулся, то почувствовал, что температура в квартире поднялась на несколько градусов. Я подошел к батарее и попробовал ее рукой. Почувствовал, что она очень горячая.
Я глянул на краник, который перекрывает подачу воды к батарее, и увидел, что из-под него сочится жидкость, очень похожая на кровь. Что за ерунда, подумал я. И тут раздался звонок по телефону. Звонил мой сосед сверху, хозяин той самой квартиры. Он попросил меня подняться к нему наверх, чтобы я глянул на то, что он увидел. Я поднялся наверх, зашел к нему в квартиру, он провел меня в дальнюю комнату, и вот что я там увидел. Стол с объедками пищи и недопитыми спиртными напитками. Было видно, что народ веселился. Да уж. А что самое странное, так это то, что в квартире не было постояльцев. Зато возле радиатора в этой самой дальней комнате валялись ошметки окровавленной одежды и небольшие лужицы крови. На комоде я увидел включенную видеокамеру. Видимо, компания что-то хотела выложить в ТикТок или зависала в чат рулетки. Просмотрев записи, мы увидели, что произошло. И тут я вспомнил о красной жидкости, капающей из радиаторного крана, и о той жуткой тишине, которая установилась после жутких криков и стуков, которые я слышал ночью. И картина стала мне ясна. Сейчас, когда я долеплю, она станет ясна и вам. Да что там говорить, вы уже догадываетесь, что произошло, не правда ли? Короче, произошло вот что. Та батарея, которая находилась в той самой комнате, в которой мы обнаружили обрывки одежды с лужами крови, оказалась батареей-пожирателем. Но это был немного другой вид пожирателей. У нее не зубы, которые, как мы знаем, есть у большинства пожирателей. Ведь именно этими зубами пожиратели хватают свои жертвы и затем съедают их. Батарея же использует другие средства. У нее вместо зубов вырастают длинные шлангоподобные отростки, напоминающие щупальца с присосками на концах. Она вытягивает эти щупальца, обвивает ими жертву, сковывает ее движение и не дает ей возможности шевелиться. Затем присасывается присосками к телу и втягивает жертву в себя. А уж затем, втянув жертву, она ее, видимо, растворяет. Вот так, я думаю, действует батарея-пожиратель. А еще мой опыт подсказывает мне, что, как и все или почти все другие пожиратели, эта батарея съедает не всех подряд. Ведь не съела же она моего соседа, который долго проживал в этой квартире до того, как сдал ее в аренду. Она съедает только тех, кто сделает что-то плохое. Эти люди, которые не давали мне спать по ночам, мешали и мне, и другим жильцам нашего дома. Вот и поплатились. Хотя, конечно, как по мне, так очень суровое наказание. Я бы не стал никого съедать за такое. Хотя, кто его знает. Вот такую батарею я увидел этажом выше. Точнее, щупалец шлангов я не видел, потому что батарея не была голодной, когда я стоял рядом. Да и гадостей я никому никаких не делал. Думаю, что если вы не будете делать ничего такого, то и вам, как и мне, ничего не грозит. Вот такая история, мои любимые друзья. Не забывайте о демонстрации, которую устроили мои пластилиновые фигурки. Помните, да? До скорой встречи. С вами был Horror Maker. Лайкосики ставь,
лайкосы ставь, лайки ставь, говорю, подпишись. Балалайк подписывай, жми на кнопку жми, кому я говорю. Подпишись, лайкосики ставь, подпишись, лайкосики ставь, подписывай, жми на кнопку жми, по лайкосики ставь, поставь. На кнопку